3 реальных пришельца попали в кадр. Я верю в НЛО. Шизофрения. Я верю в чудеса, пусть моя машина летит в небеса. Казалось бы, к чему ты меня спрашиваешь? Это сказал, потому что инопланетяне существуют. Я пошутил. Или нет? Зеленые человечки есть, и я знаю, что они есть. Какую психушку? А ты как думаешь, есть они или нет? Мы сегодня в этом убедимся, ребята, с Новым годом наступившим. Уже, наверное, надоела вам эта фраза, все блогеры вас поздравили, но я поздравлю 25-й раз. 3 реальных пришельца попали в кадр, зомби-чес, ссылочку на плейлист найдешь внизу в описании. Напоминаю всем, о чем я напоминаю? О том, что этот Razer. Я амбассадор Razer, я забыл вам все сказать. Год хочу вам сказать, напоминаю. Я амбассадор Razer, это амбассадор, это как бы лицо. Ну, то есть, official face. Вот, там вот есть ссылочки. Не знаю, до какого числа акция действует, но, короче, там прям на официальный сайт, там новогодние ссылки, прям чисто для меня сделанные, для моих подписчиков. Обнял, поцеловал. Сегодня в выпуске. Реальный огнедышащий дракон поджег здание, и это было снято на камеру. Сотни людей аномально замерли на месте, как будто произошел глюк в Питер. матрице. 3 реальных инопланетянина попали в кадр и взбудоражили всех людей. И многое другое в рубрике «Паразомб». Паранормальные, аномальные, загадочные явления окружают нас За что я очень люблю Питер, мой любимый город. везде, по Я сейчас серьезно, всему миру. без шуток. Если с вами чего-то подобного не происходило, вы не были свидетелем подобного, это не значит, что этого нет. Именно для этого есть рубрика «Паразомб», в которой я делюсь с вами подобными событиями, которые происходят по всему миру каждый день. Ставим лайк Кого, ёпта? Что это было? авансом, дизлайк Родной, ну прекрати спойлерить. Я, кстати, скажу важную вещь. Дорогой мой зомби-чез. Мы с тобой списались, кто не знает. В инстакарточке я не забыл, я списался с зомби-чезом. И он сказал: Алешка, мой любимый. Так и сказал. На, серьезно. Он говорит: Алешка, я такое, говорит, после Нового года придумаю, мы с тобой такое отснимем, но не сказал чего. Сообщение за 23 года. Давай с самого начала. Удалось поймать на камеру установленную на самолете неопознанные летающие объекты. И эти кадры стали настоящей сенсацией. Вау, я поймал это. Что это за чертова штука? Что все это значит? Иногда события настолько странные и загадочные, что придумать объяснение довольно сложно. Это видео, которое было изначально загружено на Facebook автором по имени Морган, показывает кое-что действительно странное. Во время обычной спокойной семейной поездки мужчина, загрузившему видео, удалось запечатлеть на видео события настолько странное, что зрители были ошеломлены. Фактор странности начинается сразу, как включается камера с пассажирской стороны автомобиля. Сразу же мы видим совершенно неподвижную, стоящую перед деревом девушку. Камера поворачивается влево от машины, и мы внезапно видим большую группу людей, которые все стоят совершенно неподвижно, будто их всех отключили как роботов. Они просто стоят неподвижно и смотрят в никуда. Какие наркотики! По мере того мы видим, что все больше и больше неподвижных людей появляется на пути семейного Родский против автомобиля. наркотиков, да. Это сбой в матрице, какое-то аномальное Сбой в матрице, воздействие да. на людей высшими силами, У нас вот таких соливаров он недавно опять накрыли в городе. Осуждаем эти все движения. секта, может жуткий флешмоб какой-то. Это спортсмены готовятся к марафону бежать? Данное происшествие трудно объяснить. Но это многое объясняет. Только можно лишь предполагать, что происходило здесь. Странно, если замедлить кадр на 9 секунде видео, можно увидеть парящую в воздухе женщину. Gotta go. Get me out. Подчеркнул автор данного видео, это не съемка какой-то рекламы, фильма, флешмоба, так как по всему периметру не было ни камер, ни каких-либо движений посторонних. Некоторые предположили, что это может быть какие-то мероприятия по медитации. Короче, реально сложно объяснить, что здесь происходит.
А вы что думаете об этом явлении? Пишите в комментариях под видео. В светофоре недавно такого видел. Один в один. А слушай... Тихо. Тихо, не надо. Нечто, очень напоминающее громадную медузу, увидел путешественник, забравшийся на гору Эльбрус. Сложно определить точно, что это за объект. На Эльбрусе, на Эльбрусе, на Эльбрусе. Отрабатывал движение на брусе. Делал я переворот, разворот и поворот, и ударился я брусьями об год. Эдуард Суровый. Скиньте, кстати, вашему картавому другу, он очень поправдуется. Возможно, оптический обман, и это всего Они, правда, смешные. лишь гора, контур которой придает тучи и снег. Вот оно и выглядит, как инопланетный корабль. Также предполагается, что Кто-то в мастер монтажа, чешо. это оборудование, установленное секретными учеными Оборудование, для да. каких-то экспериментов. Версии, что это может быть за странный Да ну шляпа, ну хорош, нам еще тем более на Эльбрус подниматься, прекратите. объект куча, как логические, так и такие, в которые сложно поверить. Также прямо рядом с этим мы можем заметить какой-то небольшой темный объект. Что бы это ни было, но объект, который напоминает Да, конечно. Чувак видит медуза такая, знаешь, спускается, объекты парящие, он просто стоит. О, медуза размером с город. Что там, НЛО, да? Ну, то есть, знаешь, такая чисто повседневная реакция обычного работяги, как бы на вершине Эльбруса. Кто, ребята, обычно тоже видит вот так медуз чисто, ну, то есть даже не снимает уже как повседневность, плюсаните, там тоже лайк поставьте. парящую в небе огромную медузу, выглядит очень пугающе. Чего нового, то есть, ну, утро, обычное утро в нашей стране. То есть, просто повседневность, знаешь, такая, рутинная такая вещь. Эти кадры были получены с видеокамеры, установленной на дверной звонок. Светлый ветреный день. Кажется, что от Я прошу прощения, а нахера устанавливать камеру на дверной звонок? Почему не куда-то под козырек ее спрятать? ветра даже дверь открывается, Ну тупые, а! что и заставило камеру включиться. Когда камера начала записывать, что-то необъяснимое начинает двигаться в поле зрения. Как вы видите, из-за забора появляется странная призрачная фигура. Оно метается по двору напротив, взад-вперед, затем снова исчезает за забором. Что это за странная фигура? Его темный призрачный вид наводит на мысль, что это мог быть теневой человек. То есть просто прикинь, вот чувак, да, просто вот так вот заходит в кадр такой, знаешь, его просто в монтаже такой заблюрили, он, знаешь, такой. Потом такой, оп, что-то там изобразил, раз его ускорили, он такой, опа, теневой человек. Точно, теневой человек. Знаешь, что это значит? Похуй. Легенды о которых очень много. Некоторые очевидцы думают, что это просто какой-то мусор, брошенный сильным ветром, что безусловно возможно, но странность в том, как именно движется темный объект. Нет, это точно не мусор. Слушайте, если это не монтаж, то очень странно. Как думаете, что было тут заснято? Странно это. Это все потому, что он... Легенды о существовании огнедышащих драконов были всегда. Некоторые даже верят, что эти мифические существа до сих пор скрываются где-то далеко в горах. В одном видео, которое было заснято несколько дней назад и опубликовано новостным каналом News Live, возможно, был запечатлен дракон, который эпично появился и попытался поджечь одно из зданий в провинции Ляонин, Китай. Очевидцы видят город с балкона. Вдруг происходит что-то необычное. Смотрите. Доигрались, да? Это вам не летучих мышей жрать. Давакен, 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 да скорее. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Блядь! Как вы видите, огромный огненный шар вырывается как бы из ниоткуда. Это сопровождается звуком взрыва. И теперь Яша, лава.
И теперь я шалал. Причем здесь дракон? Это бомбануло где-то. Может, метеорит? Затем показывается второй ролик с этим же происшествием, только с другого ракурса. Я раскрыл тайну. Это знаете, что такое? Так, сейчас вот тихо. Тихо. Это просто шутка. Не все шутки всегда бывают удачны. Мы можем видеть, как Подай вылетает напалму, из неба, сынок! из ниоткуда огненный всплеск, который вскоре рассеивается. Обожаю, говорит, запах напалма по утру. 太吓人了！刚刚包一次，怎么又包一次呢？ Все? Вот третий ролик, также с этим необычным явлением, на этот раз с более детальным обзором и под высоким углом. Что это такое? Вот еще один ролик, снятый с видеорегистратора движущегося автомобиля. Рядом с огненным взрывом слева мы можем разглядеть странную темную летающую фигуру рядом с огненным шаром, прямо перед окончанием видео. Ну, конечно же, что там, с бластера, что ли, стреляет? Единственное предположение, как из ниоткуда появился огненный шар и ко всему этот летающий объект рядом с огнем, это был дракон. Неужели это действительно был дракон? Ведь какое может быть другое объяснение появившемуся огню из пустоты неба? Ну, а на самом деле это летела ворона, ёбнулась в провода и получилось, ну, шашлычок. А, вот, кстати, столбы линии электропередач. Я полностью согласен, это дракон. Мигающие огни – признак проблем с электричеством или что-то более пугающее? Этот вопрос задал автор Это Петрович КЗ сделал. Короткое замыкание называется. данного ролика. Ща, говорит, вам, блядь, будет Новый год. Ролик набрал более 1 000 000 просмотров, и многие зрители пытаются понять, что тут происходит. Эпилептик лежит. Осуждаю. Прекратите. Ночью мы видим большую парковку. Оператор показывает уличные фонари, которые, кажется, мигают с большой скоростью. Автор данного явления поворачивает Тихо. камеру, предполагая, что это может быть. Другой человек на заднем плане комментирует, что похоже на глюк в матрице. Глюк электроники или глюк в матрице, Пьяная вечеринка. который объясняет аномальные события в мире, которые не должны быть. Странность этой электрической неисправности в том, почему мерцают только уличные фонари, когда весь остальной свет в полном порядке. Что бы это заявление ни было, выглядит реально стрёмно. Матрица, да? Все? Красную или синюю? Камере видеонаблюдения в ресторане удалось запечатлеть странное явление. Мы видим, как официантка ставит на стол стакан с коктейлем, когда происходит что-то странное. Смотрите. Стакан начинает вращаться и перемещаться по столу. Через несколько секунд он самопроизвольно останавливается. Девушка хватает стакан и слегка двигает им. Согласно словам администрации ресторана, которая не менее удивленно смотрела данное видео с камеры наблюдения, девушка провела остаток ужина, пытаясь воспроизвести странное движение стакана, пытаясь понять, как такое произошло, может стол под наклоном или что. Однако она не смогла понять, как стакан сам по себе начал двигаться. Неужели в этом ресторане поселился призрак, который мешает посетителям нормально поужинать? Который крутит стакан. Игра света. Верите ли вы в серых пришельцев? Те, которых постоянно замечают по всему миру. Они опасные. Это те самые, которые проводят эксперименты на людях. Так вот, недавно был Они наши какашки воруют, я знаю. загружен на сайт Reddit пугающий кадр, на котором, как утверждается, были сняты огромные серые пришельцы. Этот кадр был снят на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. Всего несколько секунд. Кадр вызвал волну удивления, огромное количество предположений. Эти пришельцы стали очень обсуждаемы по всему интернету. Ну, конечно, что. Одна машина видела, остальные... С одной машины только просто сняли, но остальные, кто по трассе едет, ну, все такие как бы, пришельцы, да. Извините.
синих, 3 серых, да, ну тогда давай не будем снимать. Давай просто мимо проедем, как бы, ну, пришельцы, ну, а подожди, а чему удивляться? Ну, пришельцы и пришельцы, ну и что? Ну, ребята гуляют, ну, как бы отдыхают, ну и что теперь? А, ну да, ну ладно. Именно поэтому эта новость попала в этот выпуск. Так вот, как выяснилось, это всего лишь красиво сделанная история про пришельцев. На самом деле, эти серые огромные фигуры оказались памятником Второй мировой войны в Сербии. Одна из самых важных достопримечательностей Сербии. А кадр просто жутко получился. Якобы мы видим огромных пришельцев, которые смотрят прямо в камеру. Но ночью, если мимо на машине проезжать, и вот так вот свет фар попадет, можно немножечко подобосраться. А возможно, даже не немножечко. Можно прям нормально так сирануть. Ну, нормально. Прям конкретно. Прям так. Недавно одним очевидцем был заснят гигантский объект в небе, который, как кажется, направляется прямиком к Земле. Это видео было снято в Алжире. Мы видим оранжевое лицо, состоящее из облака, которое парит в небе. Все очевидцы в тот момент были дико напуганы, так как все они думали, что с неба падает метеорит. Просто Я б со смеху помер. Тебя, говорит Мухич. Я вам, значит, рассказываю. Когда что-то случается, любая мелочь, допустим, вы и что-то приключилось. Кто-то звонит на самый верх. Оттуда говорят, знаешь как? Ну, допустим, в главк позвонили в Москве. Алло, слушай, люди жалуются, разберитесь. Ну, там, разъяснительную работу проведите. Следующий телефон. По области. Вы понимаете, кто нам сейчас позвонил? Звоните туда срочно, там просто, там... Третий телефон. Управление. Алло? Нам всем пизда. И получается, когда маленький такой стручок сверху спускается в самом начале, к самом конце своего пути, он примерно вот такой, знаешь, небеса такие. Так тут над отделом такие расходятся. Спускается здоровая такая болтяра, знаешь, такая с неба такая прям спускается. Змей такой вползает. Питон. присмотритесь на этот объект. Пожалуйста. Он действительно выглядит как метеорит в форме, напоминающее лицо, падает стремительно вниз. Можно слышать и на фоне людей, которые говорят о том, что вот-вот наступит конец света. И снимает при этом на телефон. Что необычно? Метеорит летит, сейчас мы все умрем. Подпись к Ни криков, ничего не слышно. данному видео была такая. Неизвестная планета X падает прямиком на Землю. Это странное небесное явление вызвало по всему миру невероятный ажиотаж, ведь кто-то еще когда-либо видел облако подобной формы. Ну, чисто как бы. Просто каждый день мы с вами делаем. Церковь – святое место, которое защищает от зла, исходящего со всего мира. К сожалению, жуткие и даже злые существа заявляют о своем присутствии в этих священных местах. Автор данного видео заснял пугающие кадры, которые сложно объяснить. Мы видим церковь снаружи в ночное время. Оператор стоит за воротами, которые находятся прямо перед зданием. На экране виден текст, который спрашивает, одержима ли эта церковь. Тогда мы сразу можем заметить это необъяснимое явление. Когда оператор приближается к воротам, кажется, что стеклянные двери церкви постоянно хлопают сами по себе. Камера поворачивается, пока Сейчас не ляпни лишнего. Я когда в предыдущей квартире жил, это, оказывается, у меня одержимые жили. Я 12 лет думал, что это сосед соседку трах. показывая скопление людей у ворот, пытающихся понять, что происходит. Затем оператор поворачивается, чтобы вернуться к своей машине, прежде чем снова показывают жуткую деятельность церкви. Большинство людей озадачены В теннис играть. Шарапова. данным роликом, не понимая, что тут происходит. Как можно видеть, на улице ветра нет, внутри церкви никого. Как можно логично объяснить подобное? Кто или что стучит дверями в церкви? Ваши предположения. Ребята, поддержите этот проект, эту рубрику «Паранормальные новости», Паразонд, чтобы я... Знаешь, я не то что поддержу, я поставлю лайк, ссылочку на сие прекрасное видео оставлю внизу в комментариях. А вы зайдите, ребята, тоже и поддержите нашего дорогого зомби Чеза. Напомните ему, когда уже вы с Лехой сниметесь.